Хей, ребятки, а вот и снова вы, и я рада видеть вас в своем новом видео. Сегодня мы снова с вами разберем серии Fate the Winx Saga. Да, сегодня будет обзор сразу на две серии этого сериала, третью и четвертую, потому что мне показалось, что третья как-то не особо насыщена деталями, а вот вместе с четвертой уже выходит неплохой такой материал. И сегодня мы сначала заглянем на тусовочку в Алфеи, а затем отправимся на автопати в Астердел, так что приятного вам просмотра. Напоминаю, что мои разборы серии адаптации Winx от Netflix лучше смотреть в хронологическом порядке, так что если вы не видели предыдущие выпуски, переходите по этой ссылке или по ссылке в описании, ну а после того, как ознакомитесь с предыдущими выпусками, возвращайтесь сюда. Надеюсь, вы уже подписались на мой канал и включили все уведомления, чтобы никогда ничего новенького, интересненького не пропустить, но я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Фата, что означает... Добро пожаловать на мой канал. Ну что, мы снова начинаем с названия серии. Третья серия называется Heavy Mortal Hopes, глупой надежды смертных. Разумеется, это фраза из стихотворения Йетса, которая называется To the Rose upon the Roof of Time. Это глубокие размышления о том, что времена кельтов уже давно прошли, зачастую забыты. Строчками из этого стихотворения также начинается и третья глава в книге, новелизация по этому сериалу. И я заметила, что там зачем-то пропущено слово God. Возможно, просто потому, что авторы решили не связывать их произведения с чем-то религиозным. В прошлый раз мы закончили на глазах Блум, которые помутнели, и оказалось, что у Блум было видение. Она видела больничный свет, врачей и Розалинду. Я сначала думала, что Розалинда будет типа местной Дафной, которая тоже спасла ее от какой-то беды в ином мире и принесла ее в мир людей. Но оказалось, что, все не совсем так, и мы будем с вами по ходу дела разбираться с этим. В сериале Розалинда попросила Блум найти ее, когда придет время, а в мультсериале Дафна часто приходила к Блум во снах и тоже звала ее к себе, а куда к себе никогда не было понятно. Точно так же, как здесь с Розалиндой, в принципе. На всякий случай напомню, что по сериалу Блум подменыш. Она пришла на замену реальному ребенку, который родился у Майка и Ванессы, но, к сожалению, девочка умерла из-за проблем с сердцем, и в результате всю свою жизнь Майк и Ванесса воспитывали Блум, даже не догадываясь о том, что Блум может быть не родным их ребенком. Блум рассматривает фотографии выпускниц Алфеи и пытается там найти кого-то, кто потенциально мог бы быть ее матерью. Она нашла одну девушку, которая, отдаленно похожа на нее, и называет ее Фарой Фоуссет. Вообще, Фара Фоуссет в реальной жизни это американская актриса, которая исполняла роль Джилл в сериале «Ангелы Чарли» в 70-х. И здесь две вещи, которые мне хотелось бы рассказать. Во-первых, я как-то случайно наткнулась на девушку, которая как раз и представлена на этой фотографии, актрису, модель, и вот ее фотографии из Инстаграма, можете посмотреть на ее образ в цвете. Во-вторых, Блум назвала ее Фара Фоуссет. И бытует мнение среди фанатов, что, возможно, Фара и окажется настоящей матерью Блум. Может быть, так создатели намекают нам, что нас ждет в следующих сезонах? Тут, конечно, ничего особенного, но меня очень порадовала футболочка Блум. Она очень-очень отдаленно, но все же напоминает футболку Блум с таких первых концептов, с повседневки ее в первом сезоне. В концепт-артах у нее на груди еще было сердечко, тут у нее звездочка, и, конечно, сама футболка вообще другого цвета, но звездочки у нее были на джинсах. И вот, как-то связка, у меня здесь проходит, мне кажется, это очень мило. Несмотря на то, что Сильва не очень хорошо себя чувствует после встречи с Гореллом, он вполне себе ничего так выглядит. Бодрячком, живем. Когда я впервые смотрела эту серию, я сразу обратила внимание на ободок Стеллы, который жутко напоминает мне ее ободочек из первых сезонов. Мне прям это очень сильно радует. Посмотрите на этих прекрасных голубочков. Раньше они перекуривались, теперь разделяют одно яблочко на двоих. Нам показывают урок у Фары, и эта сцена, конечно, очень сильно напоминает серию, где Фрагонда сама учила девочек конвергенции во втором сезоне. В сериале, конечно, девочки и мальчики только учатся управлять своими собственными силами в одиночку, но интересно, будут ли учить их работать в команде? Я заметила у Терры нашивку Алфеи, такого голубого цвета. Еще такую же нашивку можно было заметить у той девчонки, которая снималась для выпускного альбома. И, если честно, как-то странно видеть, что над символикой Алфеи для феи как-то не особо сильно постарались, потому что у специалистов были прям полноценные тренировочные костюмы, футболки, толстовки, не знаю, что там еще. И все выглядит довольно стильно. У фей, не знаю, какая-то безвкусица, если честно. На уроке Фара попросила Блум зажечь только одну веточку из всей кучи, которая у нее лежала на парте. И по сериалу мне показалось, что у Блум не получилось это. Она зажгла всю эту кучу. По книге я поняла, что у нее все-таки получилось. Вот как вы думаете, она здесь зажгла все-таки одну веточку или все сразу? А Беатрикс развлекается как только может. Такая жиза. Мне кажется, из этого можно сделать мем типа чуваки на задней парте. Наконец-то в сериале мы увидели хоть какое-то упоминание слова Winx, и это табличка над апартаментами девчонок.
Все. Кроме этого, нам никак не объяснят, что такое Винкс, почему, как именно это образовалось снова в сериале. Потому что по мультику и по комиксам мы, в принципе, знаем, откуда это слово появилось, но как в этой вселенной оно образовалось, так и непонятно. Тара готовится к вечеринке выпускников и просит девочек помочь ей со стрелками, потому что у нее никак не получается. Она говорит, что она посмотрела уже более 50 туториалов, и она все никак не может понять, как катан умудряется их сделать. Я, когда на русском смотрела, я еле поняла, что за катан, на английский переключила, все сразу стало ясно. Речь идет о Худа Катан, это очень-очень популярный бьюти-блогер, и у нее есть своя собственная линейка косметики под названием Huda Beauty, скорее всего, многие из вас знакомы. И по этой сцене мы можем понять, что YouTube в ином мире точно такой же, как YouTube в первом мире. Тера зовет всех сходить на вечеринку, и дальше очень милый такой момент. Так прикольно, на самом деле, наблюдать за тем, как они взаимодействуют между собой. Если Тера не особо умеет именно общаться с людьми, то клеить людей у нее очень хорошо получается. Мне кажется, в этой команде она прям главный клей. Стелла, Скай и Ривен, конечно же, тоже собираются на вечеринку, и на столе Ривена, кроме водки и его вейпа, можно заметить книги, которые он читает. Здесь мы явно можем рассмотреть трактат итальянского мыслителя и политического деятеля Макиавелли «Государь». Там автор делится своим взглядом на идеального правителя, причем говорится об управлении государством именно грубой силой. Мне кажется, на данный момент это немножечко устаревший такой взгляд. Мне кажется, это снова говорит о желании Ривена быть чьим-то лидером, чьим-то наставником, и как раз по этим книгам он, видимо, и учится быть таковым. Также я заметила у него Булгакова, записки на манжетах, и Скотт Фитджеральд, по-видимому, Великий Гэтсби. А у Стеллочки из косметики я заметила тон Фэнти, палетки Color Pop, зеркало Xiaomi и кисточки с AliExpress. На самом деле вообще не факт, и если вы хорошо разбираетесь в люксовой косметике, напишите, пожалуйста, в комментариях, чем красится наследница Солярии. В этой серии появляется специалистка Нюра. Долгое время многие считали, в том числе я, что это будет заменой Текны, но, спойлер, долго она здесь не проживет. И, видимо, это все-таки не замена Текны. Мне еще тут приписали слова, что я где-то говорила, что Текна максимально не впишется в Фейт. В смысле? В смысле? Это я такое говорила? Где? Я наоборот топлю за то, что Текну надо ввести. Я очень надеюсь, что во втором сезоне они это сделают. Если нет, я такой скандал, конечно же, учиню. Ну а если серьезно, я скорее действительно вижу Текну как специалистку, а не фею. Не потому, что у нее там какая-то сила неподходящая, а скорее потому, что, наверное, в этой вселенной она действительно была бы специалисткой. А так, если все-таки размышлять на эту тему, то получается в клубе Винкс есть все силы, кроме воздуха. Все-таки Беатрикс немножечко не из клуба Винкс, как вы понимаете. И Текна вполне себе тоже могла бы управлять чем-то таким вот электрическим, как это делает Беатрикс. Очень трагичный момент, потому что если сейчас ребята не найдут и не убьют Горелого, Сильви капец. Но когда Соу положил свою руку на руку Фари, мое шиперское сердечко просто... Цветочное платье и прическа Блум, в особенности прическа, напоминает мне образ, который был у Блум на балу принцесс в 3-м сезоне. Долго я тогда привыкала к этому образу, и, честно говоря, до сих пор мне не очень сильно нравится, только в косплеях мне он нравится. Но здесь довольно прикольно интерпретировали. Тера принесла пироженки с сюрпризом, видимо, здесь ей помогли не только ее кулинарные способности, но и волшебные. И если насчет флоры и травки только шутили, то с Терой это уже совсем не шутка. На самом деле все девочки здесь очень круто накрашены, но в особенности образы Музы и Аиши очень сильно напоминают, конечно же, эстетику и эйфории. Муза и Сэм разыграли перед Терой сцену, будто они только-только познакомились, и я все еще не понимаю, в чем была мотивация скрывать их отношения. Если с Музой еще более-менее понятно, она как раз в этой серии и объясняет Сэму, почему она не хочет его сестре рассказывать, то с чего вдруг Сэм взял, что надо притвориться, как будто бы они еще не знакомы прям перед Терой. Именно из-за этой сцены и из-за сцены, когда Муза целовалась с Сэмом и вдруг он раз и исчез, я подумала, что все-таки Муза только придумала себе их отношения. Видимо, я пересмотрела Джокера. В этой серии Скай упомянул, что у него тоже есть секреты, как и у Блум. И позже, когда они рылись в архивах Халфея, мне показалось, что вот еще чуть-чуть и вскроется, что они на самом деле брат и сестра. Но пока что этого не произошло. Во время игры в бирпонг Аиша не справилась со своими силами и случайно разлила пиво, которое попало и на Ская, и на Ривена. И это немножечко напомнило мне сцену, где Ривен начал клеиться к Блум в 1-м сезоне, а та вылила на него воду из горшка с цветком. Ривен рассказывает
рассказывает Блум, что у Стеллы была соседка, которая была ее очень хорошей подругой, и якобы из-за ревности к Скаю она ее ослепила. На деле, забегая вперед, там оказалось все немножечко по-другому, и это скорее была случайность. Но до выхода сериала я думала, что Рики будет что-то вроде новой из мультсериала, тем более по книге она тоже рыженькая, а тут такое происходит. Ну и вот Дэйн тоже начал обкуриваться вместе с Ривен и Беатрикс, на самом деле, не очень нравится мне эта сцена. Сколько можно обкуриваться? Позже Тера увидела сторис Беатрикс, где как раз и были видны вот эти обкуривания. Фу. Но здесь самое интересное — это никнейм Беатрикс в инстаграме. Tricks and Treat. На Хэллоуин детишки, когда ходят по домам и собирают сладости, говорят tricks or treats. Типа сладость или гадость. Либо ты меня угощаешь, либо пожалеешь. И судя по никнейму Би, от нее можно ожидать и сладость, и гадость. Момент, где Беатрикс пожертвовала Калумом для того, чтобы пробраться в секретную комнату мисс Даулинг. Она, по сути, превратила его в Вайси. В результате ей пришлось даже убить его, но все эти жертвы были напрасны, потому что за одной ловушкой была спрятана другая ловушка, и она так и не добилась того, чего хотела. На самом деле, я хочу сказать, что ее преступление было таким глупым, потому что его так быстро раскрыли. Конечно же, если убивать ассистента Даулинг прямо у нее под носом, ее быстро вычислят. В чем был смысл? Блум пьяная поперлась к Фаре с фотографией Розалинды. Обожаю. У Фары и так других проблем выше крыши, в том числе, которые, кстати говоря, связаны с самой Блум. А тут еще одна истерика. И после того, как Даулинг жестко оборвала разговор, Блум пошла в круг для того, чтобы пылала не только ее жопа. Так классно быть феей огня. Конечно же, к ней присоединился прекрасный принц в лице Ская, и вместе вскоре они побежали в лес за сожженным. Ну и ночка, ну и вечериночка. И пока в лесу происходят одни страсти, между Сэмом и Музой происходят другие страсти. Вы заметили, что есть всегда одна фея, которая немножечко выпадает из общего движа вместе с ее возлюбленным. На Блум и Скай нападает Горелый, и резко в самое нужное время появляются Винкс. Здесь Стелла при использовании своей магии просит всех остальных закрыть глаза. Это забавно, потому что в оригинальном мультсериале Стелла как будто бы всегда направляла свою магию конкретно на кого-то, и как-то ни одна из Винкс не ослепла от ее чар. Горелика в результате убивает Фара. Мне всегда интересно, как она узнает, где и когда нужна ее помощь. Удивительная женщина. То, что все вы и директор Сильва выжили, не отменяет вашего безрассудства. Все последствия обсудим утром. Ой. Несмотря на то, что в 4-й серии на самом деле Скай и Стелла оканчивают свои отношения, мне кажется, понимание того, что со Скай хватит, пришло именно в этой серии. В общем, можно считать, что на этом моменте все и закончилось у них. Аиша в конце 3-й серии как-то дала заднюю и перестала поддерживать Блум на пути нахождения себя, своих корней. Мне все это время казалось, что Аише было самой интересно узнать, докопаться до правды, но вот здесь вот что-то с ней произошло. Мотивация куда-то делась. 4-я серия называется Some Wrecked Angel, или Измученный ангел. Забавно, что по одному из первых вариантов названия всего сериала является Wings Saga Wrecked Angels. Эта фраза взята из пьесы Йетса, которая называется The Land of Heart's Desire. Это его первая пьеса, которую поставили также и в театре. 4-я глава книги по этому сериалу начинается со строчек этого произведения. Come fairies, take me out of this dull house. Let me have all the freedom I have lost. Приди же сюда, фея, забери меня из этого унылого дома, верни мне всю потерянную свободу. Если коротко, это сказочная пьеса, основанная на легенде о том, что феи могут украсть не только маленьких детишек, как я рассказывала в разборе первой серии Винкс Саги, но и девушек, которые только-только недавно вышли замуж. Беатрикс просматривает инстаграм Блум, у Блумки, кстати, очень креативный никнейм Блумеранг04. Ну типа Блумеранг, Бумеранг и Блум, 04 это год ее рождения. По сериалу у Блум день рождения 12 декабря, но это как бы ее земной день рождения, и скорее всего она была рождена 10 декабря, точно так же, как и Блум в мультсериале. Ривен начал подкалывать Беатрикс, что та могла бы убить Блум и перевоплотиться в ее образ, типа подменить ее, ведь она так ее одержима. И здесь я вспомнила, что в оригинальном мультсериале в 6-м сезоне появлялась ведьма по имени Делорес, которую Трикс не приняли в облачную башню из-за ее сходства с Блум. Аиша стала на замену Калума, также стала ассистентом Даулинг, и как бы, пользуясь своим положением, начала помогать Блум искать какие-то архивные документы, которые могут быть ей полезны. Получается, Калум работал из-под тишка, Аиша пользуется своими привилегиями, одни предатели вокруг. Привет. Блум все делает вид, что сплетни ее не волнуют. А ты все делаешь вид, что не мутишь с Сэмом? Кто делает вид?
Свитер Беатрикс почти в точности такой же, как был у Сторми в 15-й серии 2-го сезона, когда она изменила свой внешний вид, чтобы проникнуть в красный фонтан. Но теперь понятно, откуда брали вдохновение для этого героя. Приезжает мамка Стеллы, Луна, и она, конечно, максимально не похожа на ту маму Стеллы, которая была в мультсериале, но хотя бы как мне кажется. К Терри в оранжерею приходит Дэйн, и лучше бы он вообще не приходил. Вот эти взгляды говорят сами за себя. Вообще по сериалу это не очень понятно, но в новелизации прямым текстом написано, что ему Терра не интересна, ему интересен Ривен. Вот вход запрещен и калитка открыта. Алфея равно безопасность. Ничего не скажешь. Я все думала, кого мне напоминает Ривен. И вот здесь я наконец-то поняла. Добронравов. Посмотрите, одно лицо. Возвращаясь к вопросу одежды, во что одевают героев в этом сериале, мне кажется, Скай здесь супер классно одет, вот так, как надо. Чтобы это была смесь и того, что мы видели в мультсериале, и чего-то более-менее близкого к жизни. Потому что, как вы помните, у Ская его цвет — это голубой цвет, и здесь он, в общем-то, присутствует в довольно большом количестве. У него голубая футболка, у него голубые джинсы, но образ дополнен вот этим коричневым кожаным жакетом, и все выглядит прям так, как можно реально носить в обычной жизни. И голубой с коричневым шикарно сочетаются, в общем. Вот было бы побольше таких образов, простых, но при этом с определенной отсылкой на оригинальные цвета героев, было бы классно, реально. Небольшая такая сцена вражды между Скаем и Ривеном, выяснение отношений, конечно же, напомнила, как мальчики выясняли свои отношения в первом сезоне, иногда выходило и до кулаков, и до мечей. Ужасно приятный момент, где Фара вместе со Стеллой практикует ее магию, но все прерывается стервой Луной, которой одной радуги недостаточно. Кстати, радуга. Мне просто башку снесло, когда Луна начала показывать там свои трюки, играть злые игры с головой Стеллы. Вау. Здесь, конечно, показывается огромнейшая разница между дочерью и матерью. В то же время в этой сцене очень интересно раскрываются силы феи света. Если ты контролируешь свет, ты контролируешь то, что видят люди. Типа, это такая простая мысль, такая логичная и такая гениальная. Смотрите, стерва Беатрикс выключила телефон Блум с помощью своей магии. И это, конечно, больше мне напоминает Билл из «Чародеек», чем какую-нибудь ведьму Трикс, честно сказать. Вообще удивляет, что Би вроде как фея воздуха, но воздухом как-то она особо пока не управляла, только электричеством. Я ищу Блум, а Беатрикс видела ее последний. Серьезно? Я тебе столько сообщений отправила, а ты ищешь Блум? Упс, неудобно вышло. Блум и Беатрикс отправляются в Астердел на машине королевы Солярии. Вы понимаете? Би украла королевскую машину. Я тут заметила номера машины Сол 2. Напоминает название ЖД-станции типа Воронеж-1, Воронеж-2. Вся эта ситуация хороший пример того, что замалчивание вообще не вариант. Плохие детишки найдут способ воплотить в жизнь свой коварный план. А самые нетерпеливые и любопытные любой ценой найдут информацию, причем последствия придется расхлебывать всем. В этот момент, когда Би направила свою магию на Блум, я реально испугалась за ее жизнь. Не то чтобы я была большой фанаткой этой феи, но нас впереди ждет еще 2 серии, и я понимала, что если Блум сейчас умрет, то все оставшиеся эпизоды будут состоять только из та-та-та. Астердел очень сильно напомнил мне Авраам из второй полнометражки «Волшебное приключение». И там потерянное королевство, уничтоженное другим государством. И в той ситуации каким-то образом в этой проблеме был замешан король Ираклиона. Я долго думала над названием этой деревни, но все оказалось довольно просто. Во-первых, название этой деревни состоит из 2 слов. Астердел. Астер сразу даже по своему звучанию отсылает нас к цветочку Астре. И этот цветок был назван по древнегреческому слову, которое означает звезда. Возможно, вы помните, что по одной из версий оригинального мультсериала родная планета Блум называется Спаркс. Спарк — это искры, блесточки. Вот, например, если говорить об огне, костер горит, и вот эти вот маленькие искринки, которые исходят от него, это как раз Спаркс. Ну и типа Астер — звезда, Спаркс — блесточки, искорки, звезды, искры. Есть, да, какая-то связь. Ну а словом Дел в основном обозначает долины, которые находятся где-то в углублении. Как вы помните, Астердел как раз немножечко такой падине находится. Мне интересно, к чему ведет Беатрикс, когда говорит, что та родилась 10 декабря за 2 дня, как Блум появилась на свет на Земле. Она намекает на то, что они сестры,
Или это все враки? Если это все-таки враки, то это напоминает мне серию в первом сезоне, где Блум пробралась в облачную башню, а Трикс перед этим заколдовали одну из книг, чтобы Блум докоснулась до нее и узнала, что она потомок 3 древних ведьм. Мне не очень понравилось, как они остановили девочек прямо на ходу резко, с помощью стрел, мне кажется, могло закончиться очень трагически, как-то не стоит того риска. Но мне очень понравилось, как они расплавили асфальт чисто для того, чтобы поймать Би. И вот эти противомагические браслеты очень эпично выглядят. Как я поняла, это что-то вроде рунических блокаторов, которые не дают фее использовать свою магию. Как я поняла, исторически все-таки такие подобные вещи, наоборот, использовали для того, чтобы оберегать хозяина этой вещи или придавать ему дополнительные силы. Здесь все работает как-то наоборот. Все-таки подбор одежды в этих 2 сериях довольно неплохой. Вот здесь у Музы очень классненький дождевичок, и он мне, конечно же, напомнил образ Музы из 3-го сезона, где они как раз тоже были дождевика. И вот, наконец-то, в 4-й серии этого маленького 1-го сезона Муза наконец-то рассказала Терри, что они с Сэмом встречаются. Аллилуйя! Поздравляю! Здравый смысл восторжествовал. И вслед за хорошей новостью пришла и плохая. Мать забрала Стеллу обратно во дворец, чтобы обучать ее самостоятельно. Многие удивляются, почему Стелла здесь сказала, что она не попрощалась с друзьями. Якобы она ни с кем особо не дружила, и Винкс она недолюбливала. Но, во-первых, не забывайте, что Стелла, в общем-то, общалась не только с девчонками из апартаментов Винкс. Во-вторых, несмотря на все это, они все-таки были в последнее время в неплохих отношениях. Ну и понимаете, когда вы оказываетесь в ситуации, что сначала было плохо, а стало еще хуже, вы немножечко рефлексируете и понимаете, что до этого было, нормально. И, видимо, в этот момент она такая, типа, блин, они классные друзья. Из разговора с Кай и Сильвой мы узнаем, что, оказывается, мальчика попросили познакомиться с Блум поближе, для того, чтобы узнать о ней побольше. То есть изначально это была не совсем его собственная инициатива. Это не Алфея, это какая-то крысея. В конце серии мисс Даулинг звонит миссис Питерс. Но это же мама...